В этом эпизоде Level Up я расскажу о 3 способах исправления баланса белого, а также о вот таких вот цветных картах. Привет! Добро пожаловать на Media Killer. Вы, наверное, и без меня знаете, что правильно ставить баланс белого нужно еще во время съемки. Но бывают ситуации, когда все-таки приходится работать с кривым материалом. И о том, как исправить баланс белого, мы сейчас поговорим. Первый способ для ленивых. Все, что вам нужно сделать, это найти под кольцами вот такую вот пипетку. При помощи нее нужно щелкнуть по нейтрально-серой области на вашем изображении. Это может быть серая карта, асфальт, какая-нибудь стена, в общем, что-то такое, что не имеет никакого цвета. После того, как вы нажмете пипеткой, у вас выровняется баланс белого по этому участку. По умолчанию все должно быть достаточно неплохо, но если вам что-то не нравится, вы всегда можете перейти во второй раздел под кольцами и при помощи параметров Temperature и Tint менять параметры температуры и отклонения в зеленый или в магенту. Для того, чтобы пользоваться этими слайдерами было проще, следите на waveform за нейтральными объектами, например, за серой картой. В идеале эти объекты не должны обладать никаким оттенком, а следовательно на графике они будут выглядеть белыми. Второй способ будет через кольца. Их у нас есть 4. Lift, Gamma и Gain последовательно отвечают за темные, средние и яркие области изображения, а Offset управляет ими всеми. При помощи этих колец мы можем исправлять баланс не сразу по всему изображению, а в отдельных тональных участках и таким образом добиваться более качественного результата. И нам снова поможет серая карта. На ней помимо обычного серого квадрата часто есть тональный диапазон от черного до белого. И чтобы упростить задачу, рядом с кольцами Gain и Lift находится вот такое перекрестие. Выберите перекрестие Gain и щелкните по белому квадратику. Затем выберите перекрестие у Lift и жмякните по черному квадрату. Помимо того, что у вас исправится цветовой баланс, так у вас еще и контраст сразу же встанет на места. Но зачастую контраст все-таки придется немножечко убавить. Ну и для того, чтобы исправить оставшиеся средние тона, находим кольцо гамма, смотрим на нашу серую карту, смотрим на наш график и делаем так, чтобы наша серая карта на нашем графике стала ровно белой. Третий способ будет кривой не потому, что мы будем использовать инструмент Curves, а потому, что он периодически выдает очень странные результаты. Но тем не менее, он поможет вам исправить баланс белого в тех случаях, когда не справятся все остальные способы. Заходим в панель Curves, у нас автоматически выделится пипетка. Щелкаем пипеткой по такой же нейтральной области, как и во всех предыдущих случаях. У нас на кривой появится несколько точек. 3 цветных отвечают каждая за свой канал, и белая отвечает за яркость. Белую мы не трогаем, синюю, красную, зеленую сейчас нам надо будет потрогать. Но прежде чем это сделать, нам нужно нажать на вот этот замочек для того, чтобы мы могли двигать каждую цветовую кривую отдельно. Далее нам достаточно совместить цветные точки так, чтобы они выстроились в одну горизонтальную линию. Важно, чтобы вы двигали их исключительно вверх, вниз и ни в коем случае не влево и не вправо. В таком случае вы окончательно похерите все оставшиеся у вас цвета. После того, как вы закончили, у вас по идее должен идеально выстроиться баланс белого. Но при этом, если есть какие-то яркие или темные участки, где вы хотите немного поправить этот же самый баланс белого, вы можете создавать новые точки, выделять их и менять таким образом, чтобы в нескольких тональных диапазонах у вас был каждый раз балансированный цвет. Ну а теперь мы перевернем нашу серую карту и увидим, что на задней стороне все это время было много цветных квадратиков. Зачем же они нужны, спросите вы? А затем, что у нас есть специальный инструмент в DaVinci Resolve, который называется Color Match. Вы можете выбрать здесь свою цветовую карту, в моем случае это Data Color Spider Checker 24, и затем в списке инструментов выбрать Color Chart. У вас появится вот такая вот штука на экране, и все, что вам нужно сделать, это сопоставить углы таким образом, чтобы они подходили под цветные квадраты. Ни в коем случае в эти квадраты не должны попадать ничего лишнего. Пальцы, тени, никакая фигня не должна мешать нашей калибрации. Затем мы выбираем гамму, в которую снимали, гамму, в которую мы хотим вогнать, и нажимаем кнопку Match. После этого цвета магическим образом пересоберутся. И несмотря на то, что в большинстве случаев картинка будет достаточно годной, это нас не избавляет от необходимости мануально править все косяки, которые DaVinci Resolve нам преподнес. Для того, чтобы исправить косяки, убираем инструмент Color Chart, создаем новую ноду, приближаемся поближе к нашей табличке и создаем маску вокруг этой таблички. Я буду для этого использовать инструмент Pen. Создаем вот такую вот маску исключительно под наши квадраты, чтобы нам ничего не мешало. Затем инвертируем эту маску при помощи вот этой кнопки, заходим в кольца, убираем Gain так, чтобы ничего не осталось, и теперь у нас остались только эти квадраты. Теперь мы создаем новую ноду, открываем вектороскоп и входим в Hue versus Hue кривые. На вектороскопе мы можем видеть вот такой вот цветочек. И помимо этого цветочка нам Resolve указывает, куда этот цветочек должен стремиться. Например, красная линия должна стремиться в красный квадрат, желтая линия в желтый, синяя в синий. И таким образом мы можем в случае чего поправить все наши цвета. А для того, чтобы исправлять
неверных, нам нужно просто щелкать на нужный цвет, который у нас не совпадает, например, желтый, и у нас на кривой Hue versus Hue появится точка. Теперь двигаем эту точку так, чтобы у нас совпадали цвета более точно. И повторяем операцию со всеми цветами, которые у нас по той или иной причине не попадают в наши квадраты. После того, как закончили, можете убирать ноду с маской и посмотреть, что было и что стало после ваших коррекций. И несмотря на то, что не факт, что даже опытный колорист увидит результат вашей работы, вы можете уверить, что математически точно описали все цвета такими, какими они должны быть. Ну а теперь вы можете сравнить результат работы всех 4 способов корректировки баланса белого и цветов в целом. Но пока пользователи Premiere Pro и свадебщики курят на балконе, остальных призываю подписаться на этот канал, делиться видео с друзьями и оставайтесь в фокусе с Media Key.